Друзья, давайте на чистоту. Мы живем в эпоху цифрового совершенства. 0 — это 0, единица — это единица. Математика не может ошибаться. Тогда объясните мне, почему вот этот свисток стоит 500 рублей, а вон та алюминиевая плита — 500 000? Это что, налог на аудиофилию или мы чего-то не знаем? Эмилия, у меня ЦАП буквально в каждом кармане, в телефоне, в ноуте, даже в беспроводной колонке. Зачем мне покупать отдельную коробку по цене поддержанного автомобиля? Это какой-то культ свидетелей теплого звука? Никакой магии, Алекс, только суровая инженерная физика. Представь, что музыкальный файл — это идеальный чертеж небоскреба. В цифре он безупречен, но мы не можем жить внутри чертежа. Нам нужно здание в реальном мире. ЦАП — это строитель. Он берет сухие цифры и превращает их в живое электрическое колебание, которое физически толкает мембрану твоих наушников. Но чертеж-то один и тот же. Разве строители не работают по инструкции? В том-то и дело. Один строитель лепит дом из дешевых панелей на скорую руку, как дешевый телефон, а другой вытачивает каждый кирпич из мрамора и подгоняет их с точностью до микрона. Сегодня мы разберем разные школы архитектуры звука. Мы заглянем под капот Sigma Delta, разберем по косточкам лестницы R2R, узнаем секрет однобитной магии DSD и поймем, зачем инженерам программируемые матрицы FPGA. Привет, я Алекс. С вами, как всегда, глубокий инсайдерский взгляд на аудио. Мы с вами на канале Audio Insights от Audiophile Inventory и Юрия Корзунова, основателя и разработчика программы оптимизации и конвертации аудиофайлов для Hi-Fi и High-End систем AUI Converter. А я Эмилия. Не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы мы могли раскрывать еще больше таких секретов. Информация в этом выпуске максимально сжата, поэтому слушайте до самого конца, чтобы понять всю картину. А теперь поехали! В массовом аудио самые популярные ЦАПы сейчас — это чипы ESS Sabre или AKM. Это и есть та самая Sigma Delta. Как это работает внутри? Да, большинство современных микросхем от ESS и AKM используют Sigma Delta архитектуру. Это действительно мейнстрим в цифровом аудио. Представь, что нам нужно управлять яркостью лампочки. Можно плавно менять напряжение, а можно включать и выключать ее очень-очень быстро. Если она мигает миллионы раз в секунду, глаз видит ровный свет. Примерно так и работает Sigma Delta ЦАП. Он не сразу выдает готовое аналоговое напряжение. Сначала цифровой сигнал сильно ускоряется, передискретизируется, а затем превращается в поток очень быстрых импульсов, чаще всего с разрядностью всего 1 бит, то есть буквально включено или выключено. Частоты этих переключений — сотни килогерц или даже мегагерцы. Забегая вперед, скажу, здесь упрощается схема ЦАПа. То есть звук превращается в поток сверхбыстрых «включено-выключено»? Упрощенно, да. Но главное внутри — это математика, которая называется noise shaping или формирование шума. Любой цифровой процесс создает шум квантования. Это крошечная ошибка округления. Но для однобитного сигнала такой шум просто огромен. Он утопил бы музыку в себе. Поэтому в Sigma Delta этот шум специально перераспределяется. Его делают очень маленьким в слышимом диапазоне и выталкивают в область ультразвука. Потом простой аналоговый фильтр срезает этот ультразвук, и в диапазоне до 20 кГц остается очень чистый сигнал. То есть это как будто в комнате мусор был разбросан равномерно по всему полу, а мы как будто его убрали и сложили в один угол комнаты? Очень хорошая аналогия. Только уточню, мусор не исчезает. Мы просто переносим его туда, где его потом можно убрать. В Sigma Delta шум квантования перераспределяется так, чтобы в слышимом диапазоне его стало минимально, а основная его часть ушла в область ультразвука. После этого аналоговый фильтр срезает этот ультразвук, и в пределах до 20 кГц в идеале остается чистый сигнал с низким уровнем шума. Кроме того, вы, как меломан, скорее всего, уже сталкивались с этой технологией. На Sigma Delta модуляции основан формат DSD – Direct Stream Digital. Это поток 1-битных импульсов с очень высокой частотой – миллионы переключений в секунду.
А можно такую модуляцию реализовать программно в цифровом домене? Да, можно при конвертации обычных PCM-файлов, WAV, FLAC и других в DSD-файлы форматов DSF и DFF. Это делается в специализированных аудиоконвертерах. Например, в программе AUI Converter. И если у вас есть DSD-совместимый ЦАП или стример с таким ЦАПом, устройство получает уже готовый однобитный поток. В программе конвертера алгоритм сигма-дельта-модуляции выполняется заранее, чтобы не делать этого внутри плеера или стримера в режиме реального времени. Зачем? Это позволяет применить, скажем так, тяжеловесные по объему вычислений алгоритмы, не оглядываясь на возможность запустить их в реальном времени. Хотя сейчас мы Audio File Inventory исследуем практические пути приблизиться к алгоритмам отложенного времени при проигрывании DSD на компьютере без специфических вычислителей типа GPU. Но важно понимать, итоговое качество все равно зависит от исходной записи, конкретной реализации конвертера ЦАП и его аналоговой части, а не только от формата или способа конвертации. А подробнее о конвертации этих аудиоформатов можно почитать по ссылке в описании. Такая минималистичная технология из нулей и единиц выглядит идеально. Есть ли подвох? При правильной реализации плюсы серьезные. Высокая точность и очень низкие нелинейные искажения. Отличное соотношение сигнал-шум, сравнительно недорогая реализация в массовом производстве. Но, повторюсь, качество зависит от реализации. Если цифровые фильтры, питание или аналоговый выходных каскад сделаны неудачно, звук может вам не понравиться. Это не мозг чувствует математику, а конкретные инженерные решения – фильтрация, схемотехника и питание. Окей, а что тогда такое R2R? Это те огромные платы с сотнями крошечных деталей, которые стоят как подержанный автомобиль? Иногда да. R2R – это другая архитектура цифроаналогового преобразователя. Самая традиционная и, на первый взгляд, простая. Такие штуки делали радиолюбители, когда компьютерные звуковые карты были слишком дорогими. Если сигма-дельта превращает звук в сверхбыстрые импульсы, которые потом превращает в электрический аудиосигнал, то R2R делает наоборот. Он сразу строит аналоговое напряжение из набора точных уровней. Представь лестницу из резисторов. У нее всего два номинала – R и 2R. Из них складывается целая матрица, где каждый бит цифрового слова управляет своей ступенькой. Каждый бит – это вклад в итоговое напряжение. Старший бит дает самый большой шаг, младшие – все более маленькие шаги. Все эти ступеньки складываются, и получается итоговый аналоговый сигнал. То есть это буквально физическая математика из резисторов? Да, так, и тут начинается самое сложное. Чтобы все работало точно, резисторы должны быть идеально подобраны. Если их сопротивления отличаются даже на доли процента, нарушается линейность, то есть шаги лестницы становятся неравномерными. Это не значит, что звук фальшивит, но появляются дополнительные искажения, нелинейные гармонические. Вот почему такие устройства дорогие. Да. В массовых микросхемах резисторы изготавливаются внутри кристалла и подгоняются технологически, а в дискретных R2R ЦАП используются отдельные прецизионные резисторы, часто с точностью 0,01% и лучше. Иногда их дополнительно калибруют или подбирают. Это сложнее, дольше и дороже в производстве, чем сигма-дельта цифроаналоговые преобразователи. А в чем тогда плюс R2R? Главный плюс – отсутствие шумоформирования и сверхвысокочастотной модуляции. R2R сразу формирует аналоговый уровень, без выталкивания шума в ультразвук. Некоторые слушатели описывают это как более плавный или естественный звук. Но технически многое зависит от реализации. Опять же, от питания, схемы, фильтров и аналогового выхода. Ну и точности подбора резисторов. Так что же объективно точнее, сигма-дельта или R2R?
Если говорить строго с точки зрения измерений, сегодня почти всегда выигрывает сигма-дельта. Современные сигма-дельта ЦАП легко достигают очень низкого уровня шума и искажений – минус 110, минус 120 дБ и ниже. Это связано с тем, что линейность в них в значительной степени определяется цифровой обработкой, а не абсолютной точностью аналоговых компонентов. Хотя соблюдение баланса характеристик модулятора может препятствовать достижению низкого уровня шума в слышимой области частот. R2R архитектура, особенно дискретная, теоретически может быть очень точной, но на практике ее линейность напрямую зависит от разброса сопротивлений. Малейшие расхождения вызывают ошибки, особенно значительные на малых уровнях сигнала. Соответственно, рост гармонических искажений ввиду нелинейности. Поэтому добиться действительно референсных значений в дискретном R2R сложнее и дороже. То есть сигма-дельта правильнее? Если оценивать по сухим цифрам, чаще да. Если оценивать по характеру звучания, все сложнее. R2R не использует шумоформирование и не опирается на сверхвысокочастотную 1-битную модуляцию. Он формирует уровень напрямую, поэтому в ультразвуковой области обычно нет выраженного подъема шума, характерного для сигма-дельта систем. Структура искажений у R2R чаще определяется статической нелинейностью, несовпадением резисторов, а у сигма-дельта – динамикой модулятора и его обратной связью. Некоторые слушатели описывают разницу как более плотную середину или более аналоговый характер у R2R, но архитектура сама по себе не задает звук. Все решает реализация. Цифровые фильтры, питание, выходной каскад, топология преобразования ток-напряжения и общая схемотехника. А разве у сигма-дельта модуляции могут быть гармоники? Это же чисто цифровая схема. Юрий Корзунов, как разработчик одного из передовых сигма-дельта-модуляторов для музыки, который используется в программе конвертера аудиофайлов AUI-конвертер, говорит: «Я провел немало экспериментов с нашими концептами модуляторов. Их главная сложность заключается в обратной связи выхода и входа. При потере сбалансированности уровня, состава сигнала и характера обратной связи мы получаем ряд проблем, от гармонических искажений до непрерывного сигнала или тишины на выходе. Особенно сигма-дельта-модуляторы чувствительны к перегрузке, и мне пришлось ввести дополнительные механизмы предотвращения срыва этого баланса. Их цель – повысить устойчивость модулятора к уровню и повышенной плотности спектра входного сигнала. Это один из элементов нашего тщательного подхода к модуляции сигнала DSD». Итак, если кратко, сигма-дельта не чисто цифровая магия, это динамическая система с обратной связью. Гармоники возможны при перегрузке по входу или нарушении устойчивости. В нормальном режиме хорошо спроектированный модулятор работает с ничтожным минимумом гармонических артефактов, а шум перераспределяется вне слышимого диапазона. А что тогда такое инвертированный R2R? Я видел это в описаниях некоторых цифроаналоговых преобразователей. Чаще всего под этим понимают разновидность дискретной R2R архитектуры, в которой изменена схема коммутации и полярность включения лестницы. В классическом R2R каждый бит подключает свою ветвь либо к опорному напряжению, либо к земле, формируя суммарный ток или напряжение на выходе. В так называемой инвертированной реализации меняется логика подключения опорных узлов. Часто используется балансная дифференциальная структура. Может применяться сегментирование старших битов. Цель таких решений – не перевернуть звук, а уменьшить динамические ошибки, пульсации при переключении кода. В частности, это помогает сократить количество одновременно переключающихся ключей, уменьшить глич-импульсы, кратковременные выбросы при смене цифрового слова и повысить симметрию токовых ветвей в положительной и отрицательной половинах дифференциальной схемы. Проще говоря, задача минимизировать переходные процессы, которые возникают в момент изменения входного кода, более мягкое переключение. Некоторые производители применяют собственные варианты таких схем с комбинацией инверсии, сегментирования старших разрядов, полностью балансной топологии и цифровой калибровки. Важно понимать, инвертированный не означает автоматически более точный. Это способ уменьшить определенные динамические ошибки классической лестницы, прежде всего глитчи и чувствительность к рассинхронизации ключей.
Ты сказала, может применяться сегментирование старших битов. Звучит серьезно. Что это вообще такое? Это способ сделать R2R ЦАП более линейным и уменьшить глитчи при переключениях. Проблема в том, что в обычной двоичной лестнице старшие биты имеют самый большой вес. Если один старший резистор чуть уехал по номиналу, ошибка будет заметной. И еще хуже, когда старший бит переключается, происходит самый мощный переходной выброс. Потому что он дает самый большой шаг? Да, это так. Представь переход кода 0111111 в 1-0-0-0-0-0. В двоичной системе здесь одновременно выключаются 5 младших битов и включается один старший. Много переключений в один момент. Большой глич. И как это лечит? Старшие биты перестают делать двоичными. Вместо одного большого элемента с весом, например, 8, делают 8 одинаковых элементов с весом 1 и включают их постепенно. Это называется термометрической кодировкой. Почему термометрической? Потому что элементы включаются последовательно, как столбик ртути в термометре. Не скачком, а ступенька за ступенькой. Теперь переход с 7 на 8 – это просто включение одного дополнительного элемента, а не массовая перестройка половины лестницы. То есть меньше одновременных переключений, меньше выброс? Да, сегментирование старших битов дает меньшие выбросы при переключении кода, более равномерные шаги между соседними уровнями, лучше DNL, меньшую суммарную ошибку по всей шкале уровней, более ровную работу положительной и отрицательной половины сигнала в балансных схемах. А младшие биты тоже так делают? Обычно нет. Это было бы слишком сложно и дорого. Чаще применяют гибридную схему. Старшие 3-6 бит сегментированные, младшие обычная R2R лестница. Так достигается баланс между точностью, сложностью и стоимостью. То есть сегментирование — это не про вкус звука, а чисто инженерная борьба с ошибками. Да, верно. Это способ уменьшить динамические и статические ошибки, прежде всего глитчи и нелинейность. А уже как это отразится на субъективном восприятии, зависит от всей остальной схемотехники. Часто вижу на корпусах ЦАПов надпись DSD. Говорят, это самый правильный формат, близкий к аналоговому звуку. Почему? DSD — это другой подход. В традиционном PCM-файле звук хранится как набор чисел, измерение амплитуды, сделанных много раз в секунду. В DSD используется 1 бит, но с очень высокой частотой — миллионы переключений в секунду. Этот бит не хранит амплитуду напрямую. Он формирует поток импульсов, плотность которых соответствует уровню сигнала. Чем плотнее единицы, тем выше мгновенный уровень. Чем плотнее нули, тем ниже. То есть это не громче-тише, а скорее чаще-реже? Именно. Это управление плотностью импульсов. По сути, DSD — это 1-битная сигма-дельта-модуляция с вынесенным в ультразвук шумом квантования. Это то, о чем мы говорили раньше о сигма-дельта-цапах для PCM-сигналов. Вся сложная математика, формирование шума и устойчивость модулятора происходит на этапе записи или конвертации PCM-файлов — WAV, FLAC и MP3 и другие. А почему говорят, что DSD проще превратить в звук? Потому что после цифры остается только поток импульсов, нули и единицы. Всего-навсего 2 уровня. Чтобы получить аналоговый сигнал, нужно убрать ультразвуковую составляющую, то есть применить низкочастотный фильтр. Теоретически это может быть очень простая аналоговая фильтрация. Практически в реальном ЦАП это полноценный выходной каскад с фильтром и буфером. Но действительно, там нет этапа многобитного цифроаналогового преобразования, как в PCM. А что значит нативный DSD? Это когда ЦАП не переводит поток DSD обратно в PCM внутри, а работает с ним как с однобитным потоком напрямую. Некоторые устройства все равно конвертируют его в многобитную форму для внутренней обработки. Другие сохраняют однобитную структуру до самого аналогового фильтра. И это слышно? Технически разница зависит от реализации. При правильной реализации DSD имеет очень низкий шум в слышимом диапазоне, резкий рост шума в ультразвуке, отсутствие традиционных ошибок многобитной линейности. Некоторые слушатели описывают это как более гладкую или непрерывную подачу.
Но итог всегда определяется конкретной схемотехникой ЦАП, питанием, цифровой обработкой, аналоговой фильтрацией и электрическими цеплями на выходе. Мы говорили про готовые чипы, но есть бренды, которые заявляют, нам не нужны стандартные ЦАП-чипы, мы используем FPGA. Это что, еще один тип процессора? Не совсем процессор. FPGA — это программируемая логическая матрица, PLIS. В отличие от готового ЦАП-чипа, где архитектура уже определена производителем, FPGA — это набор логических блоков, которые инженер может настроить под свою схему обработки сигнала. Проще говоря, готовый DAC-чип — это готовое решение с фиксированной архитектурой. FPGA — это возможность построить свою собственную цифровую часть преобразования. То есть они сами проектируют, как именно цифра превращается в аналог? Они проектируют цифровую обработку перед аналоговым этапом. В FPGA можно реализовать собственные цифровые фильтры, собственные алгоритмы передискретизации, шумоформирование, уникальную архитектуру цифрового модулятора или даже собственную многобитную структуру ЦАП. Фактически, разработчик получает полный контроль над цифровой частью тракта. Верно. И когда я сказала собственную многобитную структуру ЦАП, речь не о том, что FPGA сама становится аналоговой лестницей. FPGA — это цифровое устройство, но она может управлять дискретной аналоговой частью по нестандартной архитектуре. А что тогда дает FPGA на практике? Главное — свободу архитектуры. Производитель может отказаться от стандартных фильтров, реализовать собственную философию обработки, оптимизировать алгоритмы под конкретную схему аналогового выхода. Некоторые компании делают акцент на сверхдлинных FIR-фильтрах, другие — на минимально-фазовых решениях или альтернативных методах передискретизации. То есть это не магия, а просто больше контроля? Именно так. FPGA — это инструмент. Он не гарантирует лучшего звука сам по себе, но он дает разработчику возможность построить цифровую часть ЦАП полностью по своему проекту, а не пользоваться архитектурой готового чипа. И, как всегда, результат зависит не от технологии как таковой, а от того, как ее реализовали. Слушай, Эмилия, мы сегодня разобрали целый зоопарк архитектур. Sigma Delta, R2R, DSD, FPGA. И все это просто, чтобы превратить цифру в напряжение? Неужели нельзя было договориться и сделать один идеальный стандарт? В аудио идеального не существует, есть только разные пути к истине. ЦАП — это последний рубеж, где математика цифрового мира превращается в физику звука. Давай подытожим для тех, кто сейчас стоит перед выбором. Давай. Мы покажем только приблизительные ориентиры. На практике результат – плод конкретной инженерной работы, который стоит прослушать, чтобы определиться самому. Sigma Delta – это выбор тех, кто ценит математическую точность, сверхнизкие шумы и детализацию. Это современный стандарт индустрии. R2R – это про телесность и натуральность. Если вам не хватает в звуке жизни, и вы готовы платить за прецизионное железо, это ваш путь. DSD и нативная фильтрация для пуристов, которые хотят максимально короткий тракт без лишних посредников. FPGA для тех, кто ищет уникальный авторский почерк инженера, который не ограничен рамками стандартного чипа. То есть серебряной пули нет? Все зависит от того, как повар приготовил блюдо? Именно. По законам инженерии и здравого смысла ни одна аббревиатура на коробке не гарантирует звук. Качество определяют 3 кита – грамотная схемотехника, чистое питание и качественный аналоговый выход. Архитектура – это просто инструмент в руках мастера. Значит, главный совет – не покупать глазами и характеристиками? Абсолютно. Количество нулей после запятой в характеристиках мало говорят о том, как ЦАП поведет себя в вашей системе и для вашего слуха. Если есть возможность, всегда слушайте устройство перед покупкой. А если нет, ищите решения от инженеров, которые понимают физику процесса глубже, чем того требует маркетинг. Помните, мы слушаем музыку, а не устройство. Но выбирайте их осознанно.
А с вами были Эмилия и Алекс на канале Audio Insights от Юрия Корзунова, основателя Audiophile Inventory и разработчика программы конвертера аудиофайлов для профессионалов и взыскательных меломанов AUI Converter. Ставьте лайки, задавайте вопросы и напишите в комментариях, вы на стороне какой технологии ЦАП. Мы читаем все ваши комментарии, и даже если мы не вступаем в пустые споры, мы слышим каждого, кто ищет истину. Комментарии помогают нам создавать новый контент. Подпишитесь на наш канал и поделитесь ссылкой на это видео с друзьями, если вам было интересно. Поставьте лайк, чтобы сделать это видео ближе тем, кто, как и вы, ищет ответы. До новых встреч, друзья, и пусть ваш звук всегда будет безупречен.